coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming. Приветствую всех, товарищи, с вами Холдым, и мы продолжаем проходить игру точнее, извиняюсь, я неверно назвал Кризис в Кремле. Кризис в Кремле. Вот. Ну и с чашечкой чая мы сейчас продолжим играть, и скорее всего мы скоро закончим наконец-таки нашу кампанию. Потому что мы закончили прямо на очень хорошем моменте. В Соединенных Штатах вообще все плохо, у них довольство народа на нуле. И это даже очень даже хорошо. Тем скорее Соединенные Штаты наконец-то уйдут нафиг из внешней политики и будут опять изолированы от всего мира, чтобы себя восстановить. А это нам как раз таки нужно. Вот. Ну еще я выпью за вас, а то как-то неприятно, я постоянно видео пью, а ну как-то это не очень приятно. Из-за этого выпьем за вас и погнали. Так, где вообще, что у меня вообще с казной? А, с казной все не очень. Так, сейчас по стороне сразу смотрим сводки. Так, тут 0, тут 100, тут 100. Надо еще в Алжир вложиться. И в Тунис. Ладно, продолжаем. Следующий ивентик. Уже 90, почти 91 год. Мы почти победили. Политические конкуренты. Теперь, когда мы укоренились у власти, благодаря нашим спецслужбам и компромату, мы можем попытаться устранить остальных наших политических конкурентов с вершины нашего Олимпа. Давайте по радикально правой оппозиции. Ой, зря я нажал, мы сейчас пропустим ивент, кажется. Сторонники праворадикальных реформ были подвергнуты политическому давлению и использованию компромата. Радикальные фигуры ослабевают. Так, у нас есть политфигуры какие-то? Горбачева, слава тебе, Господи, нет. Гришин тут есть. Прославляется левоукрал, сила консерваторов и коррупции. Падение либерализации умов. Ну ладно, будем продолжать сидеть. Сахаров мы... Ну и пофигу. Ладно, потом. Так, ну давайте следующий ивент. Новый уровень угрозы. Опять Соединенные Штаты с нас трясут бабосы. А, у нас даже деньги остались. И тогда это, давайте все кинем в наш золотой запас. Мы можем увеличить добычу нефти? Нет, не можем. Ну, все деньги кидаем в Госстат, потому что я сейчас хочу начать поддерживать революционные движения. Реформаторы пытаются вас изолировать. КГБ. У нас КГБ, наша сила КГБ у нас вообще на высоте. Ой, сколько бабла. У нас столько денег, это пипец. Все нормально. Так, сразу давайте Тунису, дотации повстанцам в Тунисе, вести дотации Алжиру и еще кому-нибудь. Кому мы еще можем ввести дотации? У кого сильные проблемы с порядком? Кто у нас еще есть? Есть у нас какие-то прозападные страны? Во. Ангола, давайте Анголу. Еще дотации Анголии введем. Все. А 10, ну давайте все в науку. Я вот все хотел в науку потратиться. Хотя экономику тоже надо поднимать. Честно говоря, я сейчас экономику буду тратить. Не, давайте на экономику. Лучше давайте экономику почему-то поднимем чуть-чуть. Не служил, не мужик. Некоторая группа экономистов совместно с умеренно настроенными с умеренно настроенным партаппаратом предлагают отменить обязательную воинскую повинность в СССР. Умеренные предполагают, что обязательная воинская повинность в мирное время используется не для защиты Отечества, а в качестве инструмента подавления личности и формирования рабской поклонности. А экономисты добавляют,
Армия съедает много денег, и разумно было бы переправить эти деньги в другие сектора экономики. И хотя это может также и улучшить отношения с Западом, но с другой стороны, генералы предрекают поддержку обороноспособности и распространение антиобщественных идей среди молодежи. Что делать? Нет, мы не будем милитаризовывать общество. Мы оставим все как есть. Студенты и выдающаяся молодежь продолжают призываться в армию, отвлекая их от обучения и отдаляя от полноценного участия в советской науке. Да, это, конечно, не очень хорошо, но если мы посмотрим в ОМВД, вот политика призыва, мы не будем вводить. Всеобщий призыв я не буду. Милитаризацию общества ни в коем случае. Ни в коем случае. Я не хочу милитаризовать общество, потому что у нас и так все с армией хорошо. Нам и всего этого хватит. Так что у нас разделение. У нас во главе Верховного Совета не будем ничего делать дальше. Оставим так. Генералиссимуса я не хочу делать. Возведение идеологии в ранг религии. Не-не-не-не-не, ни в коем случае. Я против любых именно культов, вообще всех. Вообще каких-то да ни было. Никаких культов, никаких культов. Польский кризис. Польская экономика переживает не лучшие времена. Стагнация и огромный внешний долг в более 20 миллиардов долларов, более неспособная, непосильная ноша для польского руководства. Всемирная экономика, в том числе и на жизни населения, уже не позволяет справляться самим. И поляки в таком безвыходном положении просят у нас помощи. Почему? Почему Польшу нельзя к себе? Тихо, я сейчас вернусь. Я хочу кое-что перепробовать. Товарищи, у меня получилось принять СССР в состав Польши. Да, у нас есть возможность принять Польшу в состав СССР. Польское правительство ушло в отставку. Несмотря на многочисленные митинги, Польша стала частью советского братства. Ура! Польша? Да, она советская республика. Давайте устранить нелояльных. Можно еще финансы им выслать, но это попозже. Хотя давай еще вышлем им финансы. Выслать финансы. Опа! И Польша теперь наша республика. Да. Скоро мы Монголию к себе подтянем. И Финляндию тоже. Я бы очень хотел бы принять ИПСФ, но это позже будет. Ладно. Ну что ж, деньги мы отправили. Сидим дальше. Гласность. Переворот. Движение нашей партии идет не в ту сторону, утверждает Ельцин. Нужно двигаться по пути реформации быстрыми и четкими темпами. Так, со что тут будем? Давайте преследовать Ельцина. На срочном заседании Политбюро Ельцин был всесторонне осужден и по решению партии исключен из ее состава. Затем все газеты перестали его печатать, а на упоминание его имени в выступлениях и партийных дискуссиях было наложено негласное табу. Впрочем, он жив, здоров и даже никуда не сослан. Блин, я бы его хотел бы... Ну... Это самое, я бы очень хотел бы. Ну ладно, пофигу. Главное, никакой реформации, черт возьми. Где тут еще есть что-нибудь у нас? Не помню. Ладно, пофигу, потом. Мы имеем полное большинство, деньги к нам... Ну блин, я так рад, мы приняли Польшу. Это очень хорошо. Польша наша республика.
И скоро мы еще проведем туда атеизм в страну. Ну давайте дальше. Ладно, давайте дальше сидеть. Сейчас деньги у нас. Кстати, есть деньги? Ну, пока что есть, конечно, но мы не можем поддержать другие страны. Так, что у нас в Тунисе? Блин, мы перестали давать дотации повстанцам, что ли? Да, мы не вводим дотации. Почему, непонятно. Ладно. Невада, Семипалатинск. Антиядерное движение, организованное знаменитым общественным деятелем Казахстана Алжасом Сулеймановым в 1989 году. Они требуют прекращения ядерных испытаний и закрытия всех ядерных полигонов с целью обеспечения безопасности населения и мира в целом, и борьбы за экологию. Репрессировать. Простите уж, но ядерный щит — это защита нашей страны. А те, кто это попрекают, это предатели. Вы посмотрели бы, что с Украиной произошло. Как только Украина отказалась от ядерного щита, ее растащили по кусочкам. И если мы это сделаем, нас Запад растащит по кусочкам. Наше правительство продолжает решительную борьбу с диссидентами и обеспечит безопасность государства и нашего народа любой ценой. Иностранные агенты уже ожидают высшей меры. Вот так вот. Никогда мы не откажемся от ядерного щита. Это слишком важно. Деньги есть? О, даже деньги появились. Давайте в экономику вложимся. Давайте в экономику сейчас мы вложимся чуть-чуть. Вот так вот. И еще я сейчас тут все повыше по-нормальному, чтобы получше улучшалось все. Так, со все остальное мы тратим имена. Дотация Алжиру. Куда? Дотация... Ой, нет. Вот, Ангола. Дотации повстанцам, разумеется. Мы будем помогать повстанцам. Ну и... Все. А, нет, Тунис. Дотации ему еще. Я думаю, мы это переживем. Так, новый уровень угрозы. Чертовы американцы, будь вы прокляты. Не, мы не можем. Все нормально. Сейчас развитие повысится, мы прекратим дотации. Реквием по Косыгину. Товарищи предлагают продолжить свернутую косыгинскую реформу по децентрализации отделения экономики от идеологии. Она позволит нам увеличить темпы роста экономики, однако усилит нашу зависимость от внешнего рынка. Выбор за вами. Вы это понимаете? А последствия косыгинских реформ мы сейчас на себе ощущаем. Мы крайне зависимы от импорта нефти, газа и всех ресурсов. Как только у нас обрушивается цена на нефть и газ, мы сразу же крайне сильно страдаем. Конечно, страдаем именно народ обычный. Обычные люди страдают, а вот богатеи, которые владеют всеми недрами, они, конечно, тоже страдают, но они не теряют так много, как мы. Из-за этого все вот эти, кто предлагают эту косыгинскую реформу, это тоже предатели. И должны быть наказаны по всей строгости закона. Под давлением всего государственного аппарата сторонники реформ ушли на пенсию по собственному желанию. Вот так вот. Давим этих зараз, давим их, давим. Давим со всей силы, которая есть у нас. Ни в коем случае нельзя им позволить уничтожать достижения нашего великого октября. Давайте еще до 100 доведем тут. Вот так вот. А все остальные деньги в госстатик, чтобы его подкрепить чуть-чуть. Вот так вот. Так, что у нас с Алжиром? О, отменить помощь. Все, Алжир готов. Тунис. Тунис — социалистическая республика. Надо сейчас быстрее помогать ей. Сейчас будем помогать ей. Что у нас с Анголой? Тоже социалистическая республика. Сейчас мы ей поможем. Так, тут все нормально. Зимбабве, но это потом. Надо сейчас Парагваю помочь. Ой-ой-ой, у него очень плохая. Давайте поможем ему. Подавим немножко повстанцев. Сейчас будем помогать нашим товарищам социалистическим. Нам надо вот эти вот земли. Сейчас мы Анголу и Зимбабве вместе с Тунисом поддержим, чтобы они развились нормально. А потом мы пойдем в Мозамбик. Мы будем поддерживать там революцию. Ну и по всему миру затем. Скоро мы весь мир себе затянем. И Мадагаскар тоже. Скоро мы всех западных партнеров США из Африки выбьем.
А там дальше будет уже нетрудно. Мы получим полный контроль над Африкой. Вообще полный. А дальше там и Соединенные Штаты очень сильно от этого охренеют. Так, сколько там у нас? Сколько у нас что с США вообще происходит? Медицина у нас вообще на высоте уровня образованности на огромном уровне. Экология падает. Почему? Я сейчас помогу экологии, нет проблем. Либерализация умов вообще на нуле. Доступность образования растет. Роскошь, деликатесы растут. Доходы населения, доступность медицины, все нормально. ВПК и тяжпром на высоте. Производительность тоже хорошая. Производство вообще на высоте. Но, блин, мне хочется поскорее вести ОГАЗ, но я все не могу это сделать. Все спокойно. Деньги есть? Денег нет пока что. Все спокойно. Так, деньги-то есть у нас. Надо это помогать нашим республикам, пока они не пали. Сейчас. Госстатик. Надо помочь им. Побамс. 50 вводим. Так, вводим дотации. Вводим дотации нашим любимым республикам. Вести дотации и помочь армии. Тут Зимбабве, а то у нее тут недовольство сильное. Я думаю, справимся. Так, со все остальные силы мы тратим на этот... Что у нас? У нас экология плохая, говорите? Ну, нет проблем. Вот, в поддержку экологии вводим деньги. Все спокойно. Ой-ой-ой-ой-ой. О, нормально, деньги поперли. 10 тратим сюда, в госстатик, чтобы он был на высоте. А все остальное мы тратим на, конечно же, нашу науку. Мы будем тратить деньги на науку. Давайте 180 введем в каждый наш отдел науки, чтобы наука росла только. 16 минус, да нормально, все, выдержим. Госстатик. 2 тратим. Все остальное мы отправляем на на нашу науку. Нашу дорогую науку. Все в науку и компьютеризацию. Ну и в компьютеризацию кидаем. Тратим деньги огромные просто на науку, чтобы она быстрее росла. Сколько у нас тут? Блин, еще и Нигерия присоединилась к нам. Смотрите, а революция-то реально идет по миру. Смотрите-ка. Мир-то потихоньку осознает, насколько он ошибался. Военную помощь Зимбабве давай. Давай, Зимбабве, а то у нее что-то совсем... Тьфу, Замбия, я прошу прощения, Замбия, конечно. Ой, сколько тут сейчас просто революции-то по всему миру-то. Вот что значит, когда ты на дип-миссии столько тратишь. Поддержка прям на максимуме. Весь мир видит, насколько капитализм это ужасно. Это хорошо. Так, давайте смотреть, что у нас вообще по стране, что у нас по Замбии. Все нормально, уже развитие тут нормальное, 35 уже. Так, недовольство, что у нас с республиками? Республики додержатся пока что. Главное следить сейчас, чтобы не пали у нас режимы по всей Африке. Так скоро мы все страны к себе заберем. Это, кажется, нейтральные страны к нам все сильнее идут. Это очень хорошо. Такими темпами мы полностью весь мир к себе заберем. А сейчас надо тратить деньги на науку. Я хочу наконец-то вести ОГАЗ, черт возьми. Гражданские технологии. Все спокойно. Госстат, додержимся пока что. Так, смотрим на республики. Быстренько пробегаемся. Уже 45, нормально. Все нормально. Недовольство небольшое, мы выдержим. Все-таки пара стран все-таки к нам присоединится. О, все хорошо. Все хорошо по странам нашим. Союзницам. Союзницы держатся. Скоро весь мир будет нашим. Тут все хорошо. Ой, как сейчас с Америкой. Посмотрим сейчас, что с Америкой происходит. Думаю, она сейчас охреневает. Смотрите, довольство населения это падает. И экономика падает. Это все потому, что мы бьем по странам третьего мира. Это самое главное ахиллесова пята у США. Как только мы все это возьмем под контроль, всем будет очень плохо. Так, ну давайте еще на 200 поставим еще вот что. Пумсь, пумсь. Побамсь. Больше денег в науку. Так, а что у нас с коррупцией? Коррупция, да, вообще нулевая.
Так, а что у нас с Академией наук? Может, мы что-то еще вести можем? Ну, ГМО мы не можем вести, потому что у нас нету, черт возьми, науки. У нас нет очков науки. Продолжаем сидеть. Ну что, сидим, значит. Окончание 5-летнего плана. Оставить все без изменений. Выполнение плана продолжается. Для осуществления нового плана мы выделили деньги. Ну и пофигу. Зато у нас страна растет и крепнет. Это только для меня и главное. Подожди, а мы можем начать добывать ресурсы? Почему? Так, давайте посмотрим теперь в наш МИД, например. Международный отдел. Проsoветских сил, что надо? Доктрина УВД. Так. Нет, ни в коем. Так, а унификация экономики это что нужно? Так, ну давайте посмотрим, может быть я что-то могу. Внешняя политика. Давайте вот что. Политика Хрущева. Я, конечно, смог бы его от политика. Мы покажем Западу Кузькину мать. Будем действовать прямо и непреканно. Пусть нас боятся. Политика сдерживания. Нет, мы не будем. Доктрина УВД. Прямое управление не будем. Нет, ни в коем случае мы оставим все так. Мы обязаны начать более активные действия, если хотим победить. Именно поэтому надо начать поддержку проsoветских сил. Я, конечно, могу сейчас очень сильно пожалеть об этом, но будем надеяться, все будет нормально. Гражданская война в Эфиопии. Эфиопия, наш верный африканский союзник, терпит серьезные поражения от повстанцев. Магисту Хайле Мариам, правитель Эфиопии, был вынужден пойти на частичные уступки и утвердить минимальную демократию. Мнимую демократию взамен авторитарной элитарной диктатуры. Ему противостоит объединенная оппозиция, возглавляемая бывшим более левым ходжаистским крылом. Ходжаистическим крылом, которое к текущему времени приняло формацию демократического социализма. Виной усиления повстанцев является голод и смерти сотен тысяч простых граждан, произошедших из-за того, что все государственные деньги были направлены на торжественное празднование десятилетия Дерга в разгар неурожая в стране. Договориться с оппозицией в обмен на сохранение нашего влияния. Выйдя в контакты с Мелесом Зенау, мы уверили его, что прекратим помощь Менгисту, окажем помощь ему самому и поможем ему взять власть в стране в обмен на сохранение Эфиопии в соцлагере и нашей базы на их территории. Зенау, решивший сохранить власть таким путем, полностью поддержал нашу идею, получив еще и экономическую свободу. После прекращения поддержки режима Менгисту правитель бежал из страны, и власть перешла к повстанцам, которые начали проведение масштабных левых рыночных экономических реформ с сохранением однопартийного советского строя. Первым правителем, с кем встретился Зенау, как глава страны, стали вы. Смотрим, что у нас. Камбоджа? Это Камбоджа? Нет, а что у нас? Где? Где произошло это, я не могу понять. Эфиопия, что ли? Социалистический реформизм. Конечно, это не социалистическая республика, но что поделать, у нас выбора нет. Так, где у нас еще? Как у нас с поддержкой? 50% по развитию, что по миру.
Ну, авторитаризм, так авторитаризм, у нас выбора особенного нету. Ой, республики очень разозлились. Ой, республики разозлились. Ну и все равно на них. Страна наша держится пока что, мы держимся. Хотя мне это, конечно, не нравится, но будем надеяться, все будет нормально. Верховный Совет, ну, поддержка в наша, у нас. Нас поддерживают. Так, куда деньги будем тратить? Копим 3000. Госстати, конечно, я поддержал бы. Ну что ж, продолжаем сидеть. Новый уровень угрозы. А вот она и Соединенные Штаты приперлись, как я и ожидал. Но мы поддерживаем соцреспублики все наши. Это очень не нравится, конечно, нашим республикам за то, что мы выбрали такую сильную противоречие, можно сказать. Доктрина ОВД, унификация экономики, конечно, можно сделать, но я не буду. Женевские конвенции не будем? Внешняя политика. Почему? Политика Хрущева. Почему я не могу политику Хрущева? Международный отдел. Активная поддержка просоветских сил. Подожди. Если я что-то не понял, ну, наши республики довольны. Либерализация не такая сильная, как я ожидал. Но я вот все не могу понять. Это что ли так прям плохо все? Все настолько плохо, что ли? Ну, я не могу понять просто нормально. Извиняюсь, конечно, но я что-то понять не могу. Ну ладно, будем продолжать сидеть. Если что, я все изменю потом. Госстат, у нас деньги есть? Нет, пока что. Договор с КНР. Над нашей границей слишком долго нависают китайские части. Может, это не лучшая идея выжидать? Может, нам стоит подготовить и подписать ряд договоров о регулировании территориальных претензий с КНР? Урегулировать только дипломатические вопросы. Очередные переговоры закончились ничем. Китайцы требовали территории, а мы не собирались отдавать. Не пяти советской земли. Конфронтация усиливается? Значит, Китай потихоньку уходит из нашего влияния. Да, Китай скоро будет уходить. О, Советский Союз, Советские Республики угомонились. Наконец-то они угомонились. Подожди, это может потому что политика сменилась, что ли? МИД. Что у нас? Политика сдерживания. Тьфу, точнее. Активная поддержка. Курс на мировую революцию мы не можем, потому что, ну, понятно, у нас не та идеология. Что у нас по странам вообще? Социалистическим. Ну, все более-менее нормально. В Тунисе уже 65. Доведем хотя бы до 90 все страны, а потом будем думать. Главное потихоньку следить за странами. О, тут еще страны к нам присоединились, блин. Их очень много, но их все не прокормить. Их все не... мы их всех прокормить просто не в состоянии. Давайте военную помощь. Ну давайте вот так попробуем. Будем давить диссидентов. Давайте образование поднимем, чтобы получше было. Все, блин, надо Госстат поддерживать, что-то я забыл. Антиалкогольная кампания, ну, проводим ценовую политику, а все деньги мы кидаем понятно куда. Как будто деньги вообще больше это не приносят. Сербские общины. При правлении БИТа в Югославии проводилась политика расселения народов между республиками для ослабления межнациональной напряженности. Однако Тита давно скончался, а множественные сербские общины остались как в Хорватии, так и в Боснии. И теперь с изменением обстановки в стране новое проклерикальное боснийское правительство и хорватские лидеры почитающие усташей
начали подавление политики культурного, языкового и этнического ущемления местных сербов. Все это привело к новому разгоранию вооруженного конфликта. Поведение политики культурного, языкового и этнического ущемления местных сербов. Поддержать независимость сербских общин. Мы дипломатически поддержали права сербов на самозащиту, тайно выслав им оружие и военспецов. Вследствие нашей помощи хорватские и боснийские силы были разбиты в боях, а лидерам пришлось отступить и прекратить все нападки на сербов, ведь их поддержка среди населения значительно упала. Что у нас в Сербии, что в Югославии? Ну, более-менее нормально. Мы помогаем нашим товарищам, как можем. Как можем, помогаем им, у них все хорошо. Так, скоро Тунис у нас полностью разовьется, и мы сможем больше денег отправить в госстатик. Так, давайте экономику поднимать, а то что-то у нас республики разозлились. Что у нас со страной? Блин, лояльность такая маленькая в Польше. Так, КГБ. Давай-ка устраним нелояльных в Польше. Нате вам Польшу устранение нелояльных. Секретный пункт. Оппозиция, ссылаясь на западную информацию, потребовала полностью рассекретить архивы КГБ и КГБ о пакте Молотова-Риббентропа, а главное, потребовала рассекретить некий секретный пункт. Напоминаю, мы категорически отрицаем существование этого так называемого секретного пункта, но Запад говорит иначе. Что делать? Кое-что вам скажу. По правде, никакого этого не существует никакого этого секретного пункта вообще. Его не существует. Что это? Они ссылаются на то, что разделение сфер влияния, хотя в договоре, в пакте Молотова-Риббентропа, не прям разделение Европы напополам, что это часть Европы Советский Союз контролирует, часть Германия, а именно то, что Германия не будет никак влиять на эти республики. Она не будет пытаться там поддерживать про свои силы, например, силы те, которые ее поддерживают, не вмешиваться туда. Вот что. И Советский Союз именно не хотел никого захватывать. К примеру, тот же самый договор о защите, который подписали сами Прибалтика, например. Прибалтика этот договор подписала. Она его подписала, и по разрешению правительства были введены советские войска, военная база была установлена. Вот. Из-за этого ничего тут незаконного нет, и этого пункта вообще нет. Его нету. Его слепили, этот секретный пункт именно из пункта, который уже всем был известен, о невмешательстве Германии в дела Восточной Европы. И все. СССР выполнил требования, рассекретив все документы об акте Молотова-Риббентропа. Однако, несмотря на выкрики Запада, многочисленные проверки не дали никакого результата. Секретный пункт найден не был. Нам удалось обойтись без волнений и выйти сухим из воды. Хреновы республики, вы задолбали бунтовать, хватит бунтовать. Будете вы прокляты, блин, республики. Реформаторы пытаются вас изолировать. КГБ. Зря, что ли, КГБ поддерживает. Что у нас КГБ? Численность армии вообще огромная. Боеспособность огромная. КГБ сильно упала, надо помочь ей, а то это как-то не очень. Правое крыло у нас даже поддерживает, боже мой. Блин, что-то экология падает, и это мне не нравится. Давайте 150 возьмем. 150 на поддержку, а все остальное мы кидаем в госстатик. А то что-то нас так сильно бьют. Новый уровень угрозы. Опять американцы с нас деньги дерут. И они дерут все больше и больше, зараза. Что у них с экономикой вообще? У них все и так плохо. У них экономика сильно страдает, а армия. Слава тебе, Господи. Конец тирании Пиночета. В
В 1990 году, после того... Так, давайте проверим, что у нас вообще со временем. Все нормально, окей, можно еще продолжить. В 1990 году, после того, как большая часть населения высказала недоверие Пиночету, кровавый диктатор, уничтоживший ранее демократию Альенде с идеей автоматизированной экономики и электронного правительства, возглавивший национальную экономику и зависимость от иностранных инвесторов, валюту в инфляцию... Валюту в... Валюту в инфляцию, а население в бедность. Вынужден был покинуть свой пост и провести свободные выборы, однако оставшийся главнокомандующим и влиятельным лицом в стране. Но теперь, когда американское влияние сильно ослабло, мы можем договориться с правящей коалицией, которая до сих пор прислушивается Пиночету, но уже расходится с ним во взглядах, а не против скинуть это ярмо со своей шеи в обмен на амнистию и денежную помощь. Так, сейчас мы... Так, опять проблемы, сейчас мы их все решим. Так, товарищи, мы вернулись. Извиняюсь, но я практически уже вернулся к тому моменту. Тут у нас есть кое-что интересное. Катынский расстрел. Товарищ генеральный секретарь, Польша требует нового расследования и рассекречивания архивов КГБ по Катынской трагедии, массовому убийству польских граждан во время Второй мировой войны. Напомню, в СССР и странах Варшавского договора официальной точкой зрения считается, что в убийствах поляков и в Катыни виновата нацистская Германия. Согласно советскому расследованию, проведенному в 1943-1944 годах, 1943-1944 годах, но Запад обвиняет нас в фальсификации расследования. Что делать? Провести расследование на основе старых фактов и доказательств. Проведенное расследование в очередной раз доказало, что Катынский расстрел – дело рук немецко-фашистских захватчиков. В Польше прошли митинги против якобы с фальсификацией расследования. Так что у нас в Польше вообще? Черный бабай, сейчас я вернусь. Так, все, теперь все, я решил проблему. Польша в нашем составе, я нечаянно не уследил за ее лояльностью. Теперь спровоцировать трибунал над Пиночетом. Спровоцированные нами и возглавленные широкой левой коалицией студенческих и студенческие школьные протесты, начавшиеся с требованием ввести бесплатный школьный проезд, бесплатное образование всех уровней и сократить 9-часовой школьный день, переросли в общественные протесты против неолиберальной системы и серого кардинала Пиночета. Правительство было вынуждено отправить Пиночета в отставку с занимаемых постов, а затем национальные силы вместе с митингующими предотвратили попытку государственного военного переворота. Следующим шагом стало формирование широкой правительственно-оппозиционной коалиции, проведший трибунал над бесчеловечным режимом Пиночета и его участниками. Ближайшие к Пиночету люди и он сам были осуждены смертной казнью. Его культ развенчан, а его режим признан кровавым. Те из правительства, кто ранее принимали участие в действии режима, пришли как свидетели. Вслед за этим началось налаживание контактов с нами и соцлагерем в целом. А на очередных переговорах мы предоставили Чили кредит, а они ввели элементы социализма в экономику. Тем самым мы еще сильнее увеличили наше влияние, теперь Чили наша. Соцреформизм. Мы уничтожили Пиночета.
Я бы ввел дотации им и военную помощь, чтобы подавить недовольство. А то что-то его много что-то. Так, мне пришлось просто очень много денег собрать с госстата, понимаете? Потому что мне пришлось очень сильно сократить науку. Очень сильно. Что ж поделать. Так, давайте сохранимся на этом моменте. Сейванемся снова. На всякий. Все-таки это победа. Считаем, мы победили и Пиночета. Это хорошо. Мадридская конференция. Сегодня в Мадриде прошли переговоры между Израилем и ООП, на которых обсуждалось соглашение об автономии для палестинцев и, соответственно, прекращение войны. Активно профинансировать ОП против Израиля. Переговоры между Палестиной и Израилем были прерваны внезапным террористическим актом и покушением на президента Израиля, который ныне находится в коме. Активная фаза войны возобновляется. Никакой мы не будем давать им надавить на Израиль можно. Не в НАТО или армия мы не можем. Мы не можем надавить на Израиль, но мы не даем им объединиться. Ну и правильно. Не хрен им творить хрень. Что у нас вообще со странами? Ну смотри, почти везде у нас 100%. О, можно отменить помощь Тунису. Тунис победил. Так, теперь мы сможем помочь остальным республикам. Сейчас Ангола победит, и мы поможем остальным. Смотрите, все нейтральные страны к нам присоединились. Сейчас мы им поможем экономически, и мы победим. Потому что почти вся Африка красная. Нам осталось лишь уничтожить противников, точнее, прозападные силы в Африке. А затем мы пойдем в атаку на сторонников в Америке. Так, хорошо. Продолжаем. Предложение сопартийца. Слишком долго мы кормили республики Восточного Блока. Товарищ Рыжков, деятель нашего экономического ведомства, предлагает поставить вопрос ребром. Перейти в торговых отношениях и отказу от льготных цен и переходу к рыночным условиям взаимоотношений между нашими государствами в рамках СЭФ. Рыночных. От его предложения. Вот, прошли многочисленные митинги в странах СЭФ. Местная оппозиция требует массовых реформ и вывода советских войск. Подождите, что это значит? Я сейчас кое-что перезапустим. Сейчас мы вернемся. Окей? Сейчас мы загрузимся. Я сейчас проверю, что это значит. Я сейчас проверю. Если это что-то хорошее, то ладно. А если нет, то нет. Так, это мы помогаем. Никаких переговоров с Израилем. Так, что тут? Предложение сопартийца. Согласиться, что будет? В ходе новой политики Советского Союза в отношении братских республик многие страны соцлагеря встали на путь Запада, объявив ёпарасоте! Ё-моё, нет! Нет. Ни в коем случае, блин, я так и знал, зачем я согласился. Нельзя. Хорошо, что у нас сохранение близкое, я просто не мог понять, что это. Это хорошо или плохо? Так, помогаем против Израиля. Денег у нас все равно нет. Отказаться от его предложения, разумеется. Какой, блин, рыночные... Устранение лояльных. В Польше, а у нас опять в Польше проблемы были. Либерализация слабо, мы держимся пока что. Устраняем нелояльных в Польше, потому что они бесят меня. Так, что у нас с Густатом? Ну, давайте на всякий пожарный я его буду держать на нормальном уровне. Все остальное мы будем обратно возвращать в исследования, потому что я их сильно сократил. О чем я жалею, разумеется. Так, давайте копить деньги. Новый уровень угрозы. Собаки продолжают нас давить. Так, Тунис. Отменяем помощь Тунису. Ангола скоро закончится. Что у нас с Чили? С Чили она уже 50% развития. Неплохо. Скоро мы победим в Чили, мы Чили поможем.
И дальше надо помогать нашим республикам, а то у них очень плохо все с помощью. Давайте военную помощь пошлем нашим республикам в Африке, чтобы они сильно не бунтовали против советской власти. Так, реформаторы пытаются вас изолировать. КГБ. Блин, надо аккуратнее, потому что КГБ, может быть, не выдержит столько работы. Просто мы очень много работы им даем, которую нужно как-то выполнять еще. Ну, давайте 170 хоть как-то, я не знаю. А то что-то вообще не идет нифига. Когда же мы накопим это 3000? Чуть-чуть осталось ведь. Какая уже? 91 год только. Ну, у нас победа, считай, по всем фронтам идет. Так, Ангола скоро разовьется полностью. Ой, тут все проблемы, блин, с правопорядком в наших странах. Ну ничего. О, развитие. Отменяем помощь нашему товарищу Замбии. Теперь мы можем еще сильнее себя облегчить. Теперь мы будем помогать другим странам. Давайте введем Нигерии дотации. Дотации Нигерии. Еще кому? Кому еще дотации можно? Давайте еще 2 дотации введем 2 странам. Все спокойно. 25. Арабская весна. После того, что с нами сделали арабы в 80-е, мы просто обязаны ударить в ответ. Советники предлагают выбрать одно из следующих действий для победы. Поднять оппозицию и начать наступление союзных земель. В ходе наших слаженных действий арабская весна удалась. Весь Аравийский полуостров теперь с нами. Та-дам! Ёшкин кот! Это просто конец для Соединенных Штатов. Это просто конец. Мы всю Аравию к тебе подмяли. Советский Союз просто идет маршем по миру. Это просто марш. Целый огромный марш Советского Союза по миру. Поздравляю, товарищи. Я так и назову, мне кажется, серию. Это очень красиво. Арабская весна. Я так и сделаю. Очень красивое название как раз таки для серии. Сколько у нас уже? 46 минут. Ну давайте еще чуть-чуть поиграем. Мне просто нравится играть. Америка прям очень сильно напряглась от наших действий. Деньги появились? Ну да. Давайте чуть-чуть увеличим финансирование науки. Потому что это нужно. Ёпарс, это почему? 200, разумеется. И технологии, разумеется. 200 гражданка. И давайте еще 200 кинем на образование. Вот так. Все спокойно. Деньги протекают, деньги текут рекой. Нигерия развивается. О, отменяем помощь. Еще одной стране мы помогли развиться. И этой... Ой, а вот мы еще и Замбии помогли. Теперь надо другие страны развивать. Какие еще страны нам надо развить? Ну, у нас почти везде просто контроль хороший. Что у нас еще с Чили? Что с Чили? Почти все развито уже. Что у нас с госстатиком? Надо госстат подкрепить чуть-чуть. Госстат? А мы можем еще больше? Ой, мы очень много денег получаем с нефти. Ой-ой-ой-ой-ой, какие же это бабосы. Больше 31 рубль просто с нефти дерем. Это просто гигантские баблища. Просто денег у нас завались. Так, давайте поможем госстатику, чтобы он жил. Денег просто тьма. Тьма денег, мы победили. Мы скоро сможем и другие страны к себе присоединить. Ну что ж, как там? А что с Америкой вообще? Экономика, ой, довольство народа на нуле. У нее почти все на нуле. Так, скоро Нигер у нас. Нигерия, точнее, тьфу ты. Я извиняюсь, я никого не хотел оскорбить. Извините. Нигерия. Не хотел никого я оскорбить. Пожалуйста, не злитесь на меня. Так, у нас появились все деньги, да? Все? Да, потихоньку все растет. Ну давайте тогда в госстатик кинем пару баблишка. Баблишка в госстатик. Ну, экономика и довольство народа у Соединенных Штатов падает, и меня это радует, потому что это победа в холодной войне. Так, давайте введем дотации всем. Так, военную помощь, давайте всем дотации введем. Кому еще можно дотации ввести? Вводим дотации здесь, военную помощь здесь. Дотации тут введены.
Давайте еще кому-то дотации, военную помощь. Кому еще дотации можно вести? Что-то очень у нас все плохо. Давайте поможем. Что-то у нас все плохо, просто посольство республикам, они потихоньку подавляются. Все спокойно. 35, ладно, справимся еще. Нормально, деньги нам позволяют. Скоро мы сможем ввести угаз, кстати. На всякий пожарный будем держать госстатик на равновесии, чтобы все было нормально. 200, нормально, все в науку вложили. Ой-ой-ой, мы потеряли пару стран, ну да ладно. Уровень революции у них и так огромный. Так, кому еще можно дотации вести? Так, военную помощь давай. Тут дотации введены, дотации введены, дотации введены. Тут тоже дотации. Ну, можно еще кому-нибудь помочь. Тут дотации тоже есть. Кому еще можно помочь? Вот кому. Ведем дотации еще Зимбабве. Ну и военную помощь, чтобы подавить мятежников. Давайте МИД, международный отдел. Активная поддержка просоветских сил, мы это все сделали. Новый уровень угрозы, ну давайте, нате вам бабосов. Пофигу уже. Мы и так имеем просто гигантский доход. Все в госстатик кидаем. Подожди, госстат, мы можем еще увеличить нашу добычу нефти? Ну, чуть-чуть еще увеличить, вот так. Ну, смотрите, везде развитие идет потихоньку. Мы везде уже дотации ввели, скоро все тут разовьется до нормального уровня. Вести дотации еще надо побольше. Лицо номер 2, но это опять то же самое. Косолапов сталинист. Мы продолжаем продвигать сталинистов. Выборы 1992 года. В Соединенных Штатах Америки намечаются проведение президентских выборов 1992 года. И раз уж мы существуем, то, может, попытаемся повлиять на них, на их результаты. Конечно, если отрыв между кандидатами будет слишком велик, мы ничего не сможем поделать. Но если нет, тогда у нас есть шанс. Кандидатами на выборах же являются республиканец Джордж Буш, потерявший былую популярность из-за провала своих обещаний, демократ Билл Клинтон, обещающий социальные и налоговые реформы, обновление партаппарата и усиление влияния США во внешней политике. Однако полной неожиданностью является высокая поддержка Росса Перо, независимый кандидат, выступающий против международной конфронтации за модернизацию американской конституции. Так, сейчас я кое-что сделаю. Приветствую, давайте попробуем приложить усилия в поддержку Росса Перо. Давайте попробуем. В ходе президентских выборов в США победил республиканец Джордж Буш, продолжитель политики Рейгана. Он пообещал покончить с советским влиянием и принести демократию во весь мир и обеспечить процветание и величие американской нации. Буш уже начал проведение кампании по сплочению нации против красной угрозы. Вот черт, я обкекался. Ой-ой-ой-ой-ой. Такс. Я, слава тебе, Господи, сохранился. Мы не будем вообще поддерживать Росса Перо, все-таки зря я это сделал. Я об этом жалею. Денег у нас достаточно, да, в госстате, так ведь? Все спокойно. Вводим дотации, давайте всем дотации введем. Вводим. Ангола, все нормально. Так, все 100%. Отменяем помощь Чили. Чили у нас развита. Ввести дотации. Теперь будем вводить дотации всем теперь. Ввести помощь, точнее. Ну и все, давайте, думаю, хватит. Пару стран мы еще спонсируем. Мы всех их спонсируем. Теперь, ладно, хватит. Продолжаем сидеть. Сейчас будут выборы. И на них мы плюем. Зря я все-таки это сделал. Зря я надеялся что-то изменить вообще нафиг. Все деньги будем... О, сейчас будет скоро угаз. Еще один ход. Лицо номер 2. Сталиниста. И теперь вводим угаз. Где? Академия наук. Нет, ни в коем случае. Угаз. Мы ввели угаз. Теперь надо готовиться к полной тренде. Готовимся к полному трендецу вообще по всей стране. Что с Польшей?
Ой, блин. Давайте-ка поддержим-то и финансы. А то Польша что-то бунтует, собака. О, газ! Теперь, когда происходит постепенная автоматизация всей нашей государственной машины, стоит ли нам дать ЭВМ волю и заняться сокращением бесполезного бюрократического аппарата? Бюрократия — пережиток прошлого. Началось массовое сокращение государственного аппарата в преддверии внедрения ГАЗ. Однако, не зашатается ли под вами ваше кресло? А вот теперь это самое страшное. Так, сразу же внедряем поддержку армии. Тихо. Где? Обеспечение солдат сразу же на максимум кидаем. Кидаем на максимум армию. Обеспечение. И правопорядок тоже. Сейчас наше кресло зашатается очень-очень сильно. Зашатается. ГМО мы, конечно, не успеем ввести, но пофигу. Но зато мы первый шаг к социализму делаем. Так, ладно, давайте пройдем этот путь. Вы, конечно, извините, что мне приходится постоянно отходить, точнее, возвращаться обратно, но что уж поделать. А знаете, давайте мы тут и остановимся, а уже в следующей серии мы узнаем, что с нами будет. Ведь мы УГАЗ свели, все уже нормально, мы узнаем это уже в следующей серии. Я, конечно, поступаю очень гадко, но так будет. Мы посмотрим на все это, то, что будет происходить в следующей серии. Так, попрошу вас, товарищи, не забудьте нажать на кнопочку подписаться, на колокольчик, вы так о новых видео узнаете и канал поддержите. И лайк поставьте, если вам нравится эта игра и то, как мы бьем американцев и ведем мир к социализму. Вот. Заходите в описание, посмотрите, там есть ссылочка на мой Discord. Вы заходите туда, я буду рад видеть новых товарищей в нашей милой семье. Ну и, конечно же, пишите комментарии своим мнением и предложением игр. Может, вы знаете еще какие-нибудь интересные игры такого жанра, где можно будет поуправлять страной. Я буду рад послушать. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся!